Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. Уже такой перемотанный моточек есть. И с новым узорчиком. Акцентирую ваше внимание. Вы берете пряжу любую, какая у вас есть, потому что все узорчики универсальны. И пробуйте вязать из любой пряжи. А я, в свою очередь, рассказываю о тех ниточках, которыми я сегодня буду работать. Итак, новички, кто еще не работал, смотрите. Alize Angora Gold Simli. У меня сегодня ниточки. В 100 граммах находится 500 метров. Это 75% акрила, 20% шерсти и 5% металлика. Видите, ниточка так вот блестит, это за счет металлической. И нам советует производитель, берите крючок от 2 до 4, в зависимости от вашей плотности вязания, от узорчика. Смотрите, я беру 3. Я данную пряжу вязала 3, меня, в принципе, все устраивает, поэтому я буду вязать 3. Вы точно так же читаете инструкцию к вашей пряже, подбираете крючок, который вам рекомендуют, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 9 петелек. Давайте я наберу, например, 4 раппорта. Это получается у меня будет 36 воздушных петелек. Угу. Ну, а вы набирайте, сколько вам будет удобно. Итак, для начала все как всегда. Мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы эту петельку не считаем. А теперь я буду набирать 36 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36. Вот мой будущий образец. Далее смотрите. Делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю вот эту петельку мы ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Получается, вот эти вот 3 петельки подъема, которые мы сделали, да, они стоят на 4-й петельке. Так? То есть это имитация столбика с накидом. И 2-й столбик с накидом сделали. Теперь смотрите внимательно, что мы делаем. Накид. Мы пропускаем 2 петельки, которые на цепочке у нас 1, 2. В 3-ю петельку нырнули аккуратненько. Вытянули ниточку и провязали по 2 петельки столбик с накидом. Есть. Далее 1 воздушная петелька. Вернулись опять сюда же. И провязали опять столбик с накидом. И у нас сформировалась вот такая вот рогаточка. Угу. Вот, рогатка. Далее, смотрите, накид. Пропускаем 2 петельки цепочки. 1, 2. Начинаем с 3-й петельки и провязываем 4 столбика с накидом. 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. По порядочку идем по цепочке. И 4 столбик с накидом. Есть. Вот такая картина у нас пока получается. Далее, смотрите, делаем накид. Опять пропускаем 2 петельки. 1, 2. В 3-ю петельку нырнули и провязываем точно такую же рогаточку. Столбик с накидом 1. Воздушная петелька. Вернулись сюда же, провязали столбик с накидом 2. Угу. Вот. Рогаточка. 4 столбика. Рогаточка. Дальше пойдут опять 4 столбика. Накид. Пропускаем 2 петельки цепочки. В 3-ю петельку ныряем и с 3-й петельки начинаем провязывать 4 столбика с накидом. 1. Следующую петельку цепочки. 2. Следующую петельку цепочки. 3. И следующую петельку цепочки 4. Все. И вот так вот вы шагаете до конца ряда, чередуете. У вас будет рогатка, 4 столбика, рогатка, 4 столбика, дальше рогатка, 4 столбика, рогатка, 4 столбика до конца вашего образца. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится.
Так, смотрите, вот наши столбики-рогаточки готовы. Ничего сложного. Заканчиваем мы ряд точно так же, как и начинали. Вот наши 2 столбика. После рогатки мы пропустили 2 воздушные петельки и провязали 2 столбика. Все, ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Делаем накид. И вот наш следующий столбик. Мы в него ныряем, верхушечку провязываем обычный столбик с накидом. Есть. Далее, смотрите, у нас идет, получается, с вами рогаточка. Так, мы должны нырнуть в рогатку и провязать необычный веерочек. Смотрите, как мы провязываем. Для начала накид. Нырнули в арочку от рогаточки, провязали столбик с накидом. Есть. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И возвращаемся обратно к верхушке этого же столбика. Смотрите, там как бы, так вот, если посмотрим на столбик, у нас есть горизонтальная полосочка такая, да, и вертикальная. Вот такие вот 2 стеночки берем, 2 петельки. Нырнули, вытянули ниточку, и эту же ниточку протянули через петельку на крючке. То есть сделали соединительную петельку. У нас сформировалось вот такое вот интересное пико. Когда их будет много, будет очень-очень красиво. Еще раз, второй столбик сюда же. Нырнули, провязали столбик с накидом и опять делаем пико. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять возвращаемся сюда же. Вот верхушка нашего столбика. Одна петелька вот такая горизонтальная, другая вертикальная. Захватили, ниточку вытянули и протянули сразу же через петельку на крючке. Соединительная петелька. Вот у нас уже 2 пико. Точно так же третий столбик с накидом и опять пико. Раз, два, три. Возвращаемся к нашему столбику, берем наши вот эти вот 2 петельки. Раз петелька, 2 петелька. Вытягиваем ниточку и протягиваем через петельку на крючке. Это уже 3 столбика у нас. 4. Опять пико. Раз, два, три. Возвращаемся. Петелька горизонтальная, петелька вертикальная. Так. И протягиваем ниточку. Захватываем ниточку и протягиваем ее через петельку на крючке. Есть. Это у нас уже 4 столбика. Всего должно быть 6. 5 столбик. Столбик с накидом. И опять пико. Раз, два, три. Возвращаемся обратно. Точно так же захватываем 2 петельки. Горизонтальная, вертикальная. Вытянули ниточку и протянули ее. И последний 6 столбик. Так, точно так же. Столбик с накидом и пико. Раз, два, три. Сейчас покажу, что получилось. Ниточка, петелька горизонтальная, вертикальная. Протянули ниточку и протянули через петельку. Вот, смотрите, какой получается у нас веерочек, да? И при этом он вот такой вот как бы ажурненький такой, интересненький за счет пико. Несложно. Идем дальше. Накид. Дальше у нас идут столбики. Раз, два, три, 4. Ныряем между вторым и третьим столбиком вот так вот. Оп. И провязываем столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. И сюда же возвращаемся. Столбик с накидом 2. У нас получилась вот такая вот рогаточка. Вот такая вот картина. Дальше, смотрите, у нас опять идет рогатка. Вот наша рогаточка. Мы в нее ныряем и провязываем точно такой же веерочек, который мы провязывали вот здесь вместе с пико. Раз, два, три. И опять вернулись и провязали пико. Несложно? Несложно. Немножечко как бы медленно, но зато потом будет красиво. Итак, чередуем. Веерочек, рогатка. Веерочек, дальше будет в столбиках рогатка. В рогатке веерочек, в столбиках рогатка. И так далее до конца ряда. Понятно? Угу. Несложно? Давайте, самостоятельно вы справитесь. А в конце ряда я вас встречу. Посмотрим, что в итоге получается. Давайте. Так, смотрите, вот такие вот у нас интересные веерочки получились. Как мы заканчиваем наш ряд? То есть после последнего веерочка, помните, у нас здесь был столбик с накидом, да, и 3 петельки подъема. Так вот, в столбик мы провязываем столбик с накидом, то есть никаких особенностей. Так, и отсчитываем третью петельку подъема, так, и в нее, получается, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Дальше вы можете провязывать точно так же этой же ниточкой, а я хочу для контраста поменять ниточку, и в моем случае пусть это будет беленькая. Угу. Вы можете менять, можете не менять. Кто будет менять, повторяйте. Последние 2 петельки последнего столбика мы провязываем новым цветом.
Оп. И смотрите, ряд у нас закончился еще вот такой сиренево-серенькой ниточкой, но в процессе вязания уже появилась белая. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. Вот у нас получается второй столбик здесь стоит. Мы во второй столбик за верхушечку беремся, ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее смотрите, мы, получается, будем работать с нашим веерочком, но будем работать, получается, так скажем, со вторым, начиная со второго столбика. Второй, третий, четвертый, пятый. Первый и шестой не трогаем. Итак, сделали накид вот таким вот образом. Вот наш первый столбик, пропустили. Вот наш второй столбик, захватываем его сзади наперед, вот так вот. Столбик перед крючком. Вытягиваем нашу беленькую ниточку. И далее провязываем по 2 петельки. 2 петельки. 2 петельки. За счет того, что мы вот так вот столбик взяли, у нас получился рельефный лицевой столбик с накидом. Когда будет большой рисуночек, да, большой уже образец, будет очень красиво выглядеть. Накид. Следующий столбик точно так же. Захватили сзади наперед, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Следующий столбик точно так же. Рельефный лицевой столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. И получается четвертый еще, да, столбик. Вот нашим по беленьким столбикам. Раз, два, три. Четвертый столбик. Точно так же провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Получается первый, видите, первый столбик мы не провязали, последний столбик мы не провязываем. Угу. Дальше накид. У нас здесь с вами, помните, рогаточка была. Вот мы в эту рогаточку в арочку ныряем и провязываем точно такую же рогатку. Столбик с накидом раз, воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом 2. Угу. Как вам? Несложно, да? Дальше точно так же. Опять наш веерочек. Первый столбик мы не трогаем. Второй столбик захватили сзади наперед. И провязываем рельефный лицевой столбик с накидом раз. Следующий столбик. Рельефный лицевой столбик с накидом 2. Следующий столбик. Рельефный лицевой столбик с накидом 3. И рельефный лицевой столбик с накидом 4. Так, секундочку. 4. Вот, получается, провязали наши 4 столбика. Не хочет. 4. Рельефные лицевые столбики с накидом. Так. И опять переключаемся на рогаточку. И в рогаточку провязываем рогаточку. Столбик с накидом раз. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом 2. Угу. Несложно? Несложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот, получается, мы провязали наш ряд. Все ровненько, аккуратненько. После 4 столбиков рельефных мы делаем 2 столбика, просто обычных, с накидом. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. Вот у нас второй столбик стоит. Мы ныряем в этот столбик, провязываем столбик с накидом. Раз. Потом делаем пико. Раз, два, три. 3 петельки воздушные. Возвращаемся обратно к верхушке столбика. Захватываем вот 2 петельки горизонтальную, вертикальную. Вытягиваем ниточку и провязываем ее через петельку на крючке. Накид. Сюда же, в верхушку этого же столбика, провязываем второй столбик с накидом. Пока повторяйте, сейчас объясню. 3 воздушные петельки. И опять вернулись сюда же. Так, и провязали, получается, наше пико. И накид. Третий столбик с накидом. Сюда же. Опять 3 воздушные петельки. И оп, опять провязываем наше пико. То есть получается, у нас здесь мы сделали половинку нашего веерочка, который вот, видите, провязывали веерочек, а здесь будет половинка. Идем дальше. Накид. 4 столбика. Раз, два, три, 4. Между вторым и третьим столбиком нырнули и провязали рогатку. Столбик с накидом раз, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Далее накид. Вот наша рогатка предыдущего ряда беленькая. Мы в нее будем провязывать полноценный веерочек, состоящий из 6 столбиков с накидом, и каждый столбик заканчивается пико. Поняли, да?
То есть мы с вами продолжаем, повторяем, получается, вот этот ряд, который у нас с веерочками. Веерочек, рогатка, веерочек, рогатка. Тут у нас получается пол веерочка вошло, да, потом рогатка. Здесь у нас будет веерочек. Дальше между столбиками здесь рогатка, веерочек, рогатка. Все то же самое, просто в шахматном порядке. Поняли? Все, давайте самостоятельно провяжите здесь веерочек, рогаточку, веерочек, рогаточку, веерочек, рогаточку. И в конце ряда я вас встречаю. Получится очень-очень красиво. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот наша красота растет. Очередные веерочки, уже беленькие. Поняли, да, что мы, получается, начали ряд пол веерочка, да, провязали. И, получается, заканчиваем ряд тоже пол веерочка провязали. Вот у нас были 2 столбика, видите, беленьких. За первый столбик провязали 3 столбика с накидом, с пико. А последний столбик просто провязали обычным столбиком с накидом. Все, ряд наш закончен. Но здесь же я хочу поменять опять ниточку на первый цвет. Вы можете менять ее на третий цвет, да. Вы можете все провязывать одним цветом. Смотрите, получается, последний столбик я возвращаюсь на 2 петельки. То есть одну петельку распускаю. Вот, 2 петельки на крючке. И теперь я буду брать свою первую ниточку. Так, сильно не тяну, чтобы край не зажулькался. Аккуратненько подтягиваю ее и провязываю последние 2 петельки своей ниточкой. Угу, видите? Идем дальше. По узорчику 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. Смотрите. И вот здесь, получается, мы возьмемся за вот наш 3, получается, вот эти вот наши столбика. Мы будем провязывать их точно так же рельефными лицевыми столбиками с накидом. То есть беремся за первый столбик и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Вы уже знаете, умеете, да? Второй столбик точно так же провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Но вы помните, что мы, получается, первый, да, столбик и последний у веерочка не провязывали, поэтому последний столбик мы не провязываем. Накид. Переключаемся вот на рогаточку белого цвета и провязываем тоже рогаточку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Вот. А дальше у нас идет беленький веерочек. Первый столбик мы не трогаем, начинаем со второго. Рельефный лицевой столбик с накидом. 1. Рельефный лицевой столбик с накидом 2. Рельефный лицевой столбик с накидом 3. И рельефный лицевой столбик с накидом 4. Поняли, да? Первые и последние столбики не провязываем. Все. И потом опять у нас рогаточка, рельефные столбики. Рогаточка, рельефные столбики, рогаточка, рельефные столбики. И в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Все, давайте, у вас получится. Я не сомневаюсь. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд. Получается, наши столбики, наши рогаточки. Если внимательно присмотреться, то мы провязывали самый-самый первый ряд. Поняли, да? Просто единственное, у нас здесь были обычные 4 столбика, а здесь рельефные столбики. А так все то же самое. Итак, как мы заканчиваем ряд? Первый столбик, помните, мы не провязываем. Второй, третий провязали, так, рельефными столбиками. И у нас остается вот последний, так скажем, кромочный столбик. Мы беремся за третью петельку подъема и провязываем просто обычный столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Этой же ниточкой продолжаем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Дальше, смотрите, получается, вот наш идет столбик. Мы провязываем его столбиком с накидом. А теперь переключаемся вот на нашу, получается, рогаточку и провязываем точно так же веерочек, как мы провязывали вот в нашем первом, получается, таком сиренево-сером ряду. Видите? То есть все, сам по себе узорчик представляет всего лишь только 2 ряда. Получается, вы провязываете вначале столбики, так, обратно возвращайтесь веерочками. Следующий, получается, цвет в моем случае столбики, рельефный, да, обратно веерочек. Опять вернулись к первому цвету. Столбики рельефные, веерочек. Столбики, веерочек. Столбики, веерочек. Все то же самое, единственное, что просто сменяются они в шахматном порядке. Видите, вот веерочек, потом вот веерочек, вот веерочек, вот веерочек. И все. Сам раппорт 2 ряда, а вертикальный раппорт узорчика 4 ряда. После 4 рядов начинается 5, повторяет 1. Понятно? Для тех, кто умеет работать со схемками, схемку я сюда прилагаю. Единственное, что вы сможете заметить на схемке, что вот здесь вот получается,
по бокам, там, где у меня белые веерочки, на схемке представлены просто два обычных столбика. Я не стала делать два обычных столбика, потому что, мне кажется, края бы вот так вот были волнистыми. Я хотела сделать ровными. Так что смотрите, либо по схемке вяжите, либо как я. Первое. Второе. Тот, кто не умеет вязать по схемке, посмотрите. Вы уже связали образец, да, свяжете, связали образец. Посмотрите на схемку, вы сразу поймете, где рогаточка, да, где веерочек, где пико, где воздушная петелька, где рельефные столбики. И вы поймете, что схемки читать вообще не сложно. Обязательно посмотрите, повторите, себя проконтролируйте. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков и встречаемся с несколько рядочков. Угу. Получится красиво. Давайте. Так, смотрите. Вот я несколько рядочков провязала. Вот такая у меня красота получается. Вот такой цветовой палитре. Вы можете выбирать любую пряжу, любую цветовую палитру. У вас могут быть каждые веерочки новым цветом. Почему бы нет? Лицевая сторона. Так. Изнаночка. Тоже все ровненько, аккуратненько. Не стыдно показать. В моем случае вот так тянется. Пока вязала, думала. Не обязательно же веерочки смотреть должны вверх, правильно? Мы же можем их вот так вот опустить вниз. И они у нас будут смотреть вниз. И почему-то вдруг я представила, что это может быть юбочка. А? Как вам? Может быть, какой-то интересный жакетик. Возможно, какая-то жилеточка. Почему бы нет? Может быть, разноцветный, может быть, одноцветный. Может быть, вообще вы пустите остаточки. У вас будет каждый ряд веерочков нового цвета. А почему бы нет? Это будет интересный чехол, сидушечка, может быть, накидушечка. Да? Если это летние ниточки, то топики, маечки однозначно. Точно так же могут смотреть и вверх, могут смотреть и вниз. Наверное, вниз как-то удобнее, да? Не будут так вот загибаться, да? Смотрите. Оп. И топик. Оп. И маечка. Угу. И либо комплектик. Почему бы нет? Если это будет пряжа, получается, демисезонная, да, пробуйте. Если будет зимняя пряжа, тоже пробуйте. Может быть, интересно будет у вас снуд. Почему бы и нет, да? И обязательно пробуйте из разной пряжи, потому что один и тот же узорчик в разной пряже смотрится по-разному. Где-то более красиво, где-то менее красиво. Так что не останавливайтесь на одном виде пряжи. Давайте замерим красоту сегодняшнюю. Так. Ну, допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, да. Например, также, ну, такой же крючок номер, ну, прямо, например, все совпало, 36, да, воздушных петелек. Это получается, ну, вот, смотрите, чтобы не соврать, ну, 16,5 точно. Так, и тут у нас получается, мы договаривались, что один веерочек, вот этот, да, два ряда, 2, 4, 6, 8, 10, 12. И тут, как бы, получается, я начала, да, 13 и закончила ряд 14. Ну, и тут у нас наборный ряд, получается, был. Итак, это у нас получается, ну вот, 12 сантиметров. Здорово, здорово. И самое интересное, что заканчивать ровненько можно. То есть вы на этапе, так скажем, провязывания рельефных столбиков можете остановиться. И дальше, видите, просто провязала обычными столбиками. Красота. Если у вас будет, возможно, палантинчик, то не забудьте здесь сделать кромочные столбики. Скажем, чтобы была граница, да? Тоже будет шикарно. Как вам? У меня вот на канале есть в плейлисте шали, посмотрите, есть шаль с похожими такими же веерочками. Посмотрите, обязательно смотрится очень даже неплохо. Как вам сегодняшнее видео? Надеюсь, понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Вам будут приходить уведомления. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраните себе в плейлисты. Смотрите и вяжите в удобное для вас время. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.